Я хочу вам показать, как я вяжу пинетки кеды из бирюзовой пряжи. Пряжу можно выбрать абсолютно любого цвета. Кант я выбираю под тон, который я буду вязать сверху, и подбираю подходящий по цвету кант сверху. Классический вариант – это, конечно, пинетки, которые выполнены черный, красный, белый, и верх может быть какого-то другого цвета. Или же красный низ, черный верх. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Молодые мамы стараются в гардеробе своего малыша тоже иметь пинетки кеды. Сегодня я хочу предоставить вам такую возможность. Я буду вязать на 12 сантиметров. Для вязания такой модели мне понадобится пряжа белого цвета. Будет выполняться подошва и подъем пинетки. Это одна из основных цветов, 115 метров в 50 граммах. Также мне понадобится для верха другого цвета, это бирюза, 100 грамм хлопок, 25 грамм 57,5 метров. Для канта понадобится красный цвет, очень немного, и черный цвет. Красный цвет для того, чтобы сделать кант по основанию пинетки, и черный цвет для того, чтобы сделать звездочку и неполный кант задней стороны пинетки. Звездочку я уже сделала. На моем канале вы можете посмотреть видео и сделать. Крючком номер 2 я буду вязать подошву и верх пинетки. Основание пинетки буду вязать крючком номер 2,5. Ножницы. Я делаю пинетки со стелькой. Я ее подклеиваю, 2 маркера для того, чтобы наметить переднюю часть здесь и вот тут вот. Игла понадобится для того, чтобы вам сшить звездочку. Шнурок я уже приготовила, связала. Шнурок у меня полый. На моем канале вы можете посмотреть видео и выбрать для себя или плоский, или полый шнурок для кед. Я связала полый шнурок. Он объемный. Смотрится очень хорошо. Люверсы диаметр 5 мм, мягкий металл. Для установки люверсов мне понадобятся щипцы. Вязание любой обуви я начинаю с подошвы. Подошву я уже подготовила. Состоит она у меня из 72 петель, 12 сантиметров по длине. Подошва у меня связана с бортиком. Описание или ролик вы можете посмотреть на моем канале. У меня есть видео. Вязать пинетку я начинаю с задней части подошвы. Смотрю середину. Я буду провязывать 4 ряда, не прибавляя и не убавляя петли. 4 ряда, столбики без накида. Попутно я вязываю хвостик вязания. Мы встретимся после окончания 4-го ряда, вот здесь, на предпоследних 2 петлях. Мне осталось последние 2 петли. Соединительная петля, петля подъема, и в эту же петлю вновь. Верх пинетки будет состоять из 5 рядов. 4 ряда я уже провязала и уже отметила маркером 20 центральных петель. Я центральные 4 петли убавлю. Смотрится очень хорошо. Носик не очень острый. Для этой модели подходит идеально. Довязываю 5-й ряд столбиками без накида до маркера. Я не прибавляла петли и не убавляла. У меня было 72 петли, так и должно остаться. Петля, которая была помечена маркером, провязывается обыкновенно, столбиком без накида. И следующую петлю мы за переднюю стенку, первую петлю, и подхватываю вторую петлю и провязываю одной. Следующие 4 петли без изменений. 1, 2, 3, 4. За переднюю стенку первую и за переднюю стенку вторую. Провязываю одной петлей. И так дальше. 1, 2, 3, 4. У нас должно получиться 4 петли, которые мы убавим.
1, 2, 3, 4. Последние 2 петли перед маркером провязывать из 2 одну. Маркер снимаем и вязание провязываем без изменений до конца. Мы связали уже основание пинетки. В передней части я убавила 4 петли для того, чтобы начать переднюю часть пинетки. Я наметила маркером центральные 32 петли. Но так как у нас изделие еще открыто, я буду формировать черную полоску. Полоска сделана стежочками, поэтому с изнаночной стороны вязать соединительными петлями. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. И от того, где помечен маркер, я буду начинать. Это у меня будет начало, и это у меня будет конец. Итак, с изнаночной стороны во втором ряду от подошвы. Это несложно. Можно взять крючок немножко большего размера, если вы вяжете туго. Здесь переход, надо смотреть внимательно, чтобы полоска была ровной. Проверим. Очень хорошо получается. Последняя петля. Я довязала до маркера с другой стороны. Для меня это служит ориентиром. Я выведу хвостик вовнутрь крючком более меньшего размера 1,75. Черная полоска готова. Вы можете снутри посмотреть, ровно ли у вас, правильно ли вы наметили маркер. 32 петли, как я сказала. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 32 петли, 32 центральные петли. Теперь мы будем вязать белыми нитками 6 рядов, или, как я называю, жгутики. Жгутик состоит из лицевого и изнаночного ряда. 1, 2, 3. 3 жгутика, 6 рядов. Начинаю с центральных 8 петель. Это значит от 32 отнять 8, и у нас на каждую сторону будет по 12 петель. Крючком номер 2 с 13 петли. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Вязание я буду начинать не с полной петли, а только с центра полупетлю. В эту же петлю ввожу крючок еще раз и провязываю еще раз. Хорошо подтягиваю. Это у нас первая петля. Вторая, 7, 8. Должна быть симметрия. С двух сторон одинаковое количество петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Все правильно. Следующую 2 петли соединительные. Первую петлю не затягиваю, так как это у нас уже будет петля на прибавление. Разворачиваю вязание без петли подъема и во вторую петлю ввожу крючок. 1, 2, 8, 9. Все последующие ряды будут для того, чтобы появился у нас вот такой кант. С внешней стороны, это с лицевой стороны, ввожу крючок в середину и провязываю соединительной петлей. Еще раз в середину петли провязываю соединительной петлей. Разворачиваю вязание без петли подъема. Во вторую петлю ввожу крючок. 1, 2, 9, 10. Прибавлять будем до 12 петель. Это значит, нам еще остается один раз в середину петли соединительной петлей
второй раз соединительной петлей, разворачиваю вязание и во вторую петлю ввожу крючок. 1, 2, 9, 10, 11. Нам осталась всего одна петля. Точно так же с лицевой стороны ввожу крючок. Соединительная петля, с лицевой стороны ввожу крючок, соединительная петля. Разворачиваю вязание и провязываю 12 петлю. 2, 11, 12. Я буду продолжать вязание, чтобы в центре у меня было 12 петель. Ввожу крючок в середину петли. Прибавлять не буду. Можно плотненько затягивать петли соединительные. И теперь уже мы будем вводить крючок не во вторую, а в третью петлю. 1, 11, 12. Я провязала мысик белыми нитками. Теперь я буду менять нитки на бирюзовый цвет. Подхватываю пальцем белую нить и также подхватываю пальцем этим же нить бирюзового цвета. В середину петлю ввожу крючок и беру нить бирюзового цвета. Делаю соединительную петлю. Середину петли за заднюю долю петли провязываю уже бирюзовый. 1, 11, 12. В середину петли можно немножко затянуть. Соединительная петля, соединительная петля. Разворачиваю вязание. С третьей петли начинаю вязать 1, 11, 12. Белая нитка нам уже не нужна. Мы ее отрежем. Здесь на этой стороне у меня 4 петли. И на этой стороне тоже 4. Я буду продолжать вязать ниткой бирюзового цвета до маркера. Мы провязали переднюю часть пинетки и будем продолжать бирюзовой нитью язычок. Язычок будет состоять из 14 петель. С каждой стороны я прибавлю по одной петле. С лицевой стороны петля подъема, разворачиваю вязание и в самую первую петлю провязываю 2 петли из одной петли. 2, 3, 13, 14. Петля подъема, разворачиваю вязание. У меня в работе 14 петель. Я буду провязывать язычок полностью до самого верха, за исключением последних 4 рядов. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Минус 4, это значит 14. Последующие 4 ряда, в каждом лицевом ряду я буду убавлять с каждой стороны по одной петли. На финише у нас должно остаться 10 петель. Обвяжите пинетку, и мы встретимся на финише, когда вы обвяжете пинетку. Теперь я буду приступать к задней части пинетки. Для этого я язычок заправлю вовнутрь, чтобы он мне не мешал. Первый ряд начинаю с 3 полупетли. 1, 2, 3. Вот она, 3 полупетля. В эту же петлю второй раз подтягиваю хорошо. Начинаю вязать первые 10 петель. Дальше у нас идут основные петли, которые состоят из полных петель. Для этого я буду в середину петли брать за внутреннюю долю петли. И так буду провязывать до конца. Первые 10 столбиков без накида я буду провязывать вот с этой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я провязала с этой стороны, включая 3 полупетли,
столбиками без накида. Закончу я точно так же 10 петлями, 3 полупетли плюс 7 петель за внутреннюю долю из середины столбиками без накида. Середину я буду вязать полустолбиками для того, чтобы немножко поднять заднюю часть пинетки. Петли я не считаю, я ориентируюсь на начало и на конец. Считаем. 2, 4, 6. Еще 2 раза 2 петли. Столбики без накида последние 10. 1, 2, 9, 10. Теперь я смотрю, симметрично ли у меня получилось. У меня получилось симметрично. Петля подъема, разворачиваю вязание и во вторую петлю я начинаю убавлять. Разворачиваю вязание. Провязываем до конца этого ряда самостоятельно. Я довязала до конца ряда. Петля подъема, разворачиваю вязание. И в каждом изнаночном ряду я убавляю по одной петли с каждой стороны. В каждом изнаночном ряду убавлять по 2 петли. В этом изнаночном ряду, это 4-й ряд, я буду убавлять 1 петлю. Для того, чтобы, как я сказала, немножечко сделать уменьшение. Пяточка немножко больше, чем верхняя часть ножки. Вот. Для этого я делю вязание наполовину. Визуальный ориентир у меня, вот она середина. Мне осталось 1, 2, 3, 4. Сейчас посмотрим еще раз. И провязываю одной петлей. Дальше в этом ряду я буду вот с этой стороны убавлять. Но перед этим, пока вязание не настолько высокое, я оформлю красный кант. Начиная с изнаночной стороны, у меня вот этот кант будет внизу. Я буду провязывать по верху. Это у меня ориентир. Лицевой стороны провязывать соединительными петлями. Старайтесь не затягивать вязание соединительными петлями, чтобы петли были свободные, они смотрятся намного интересней и симпатичней, когда они не такие затянутые. Вот мы дошли до вот этих 3 петель, которые были связаны за наружную полудолю. Надо язычок заранее вынуть и петлю под язычок. Я их аккуратненько завязываю. Я вставляю в эту же дырочку, откуда я вязала, в эту же петлю. Точно так же во вторую и точно так же в третью. Теперь мне надо вывести до канта. Я аккуратненько ввожу перед вот этой белой полосочкой. Вот что у меня получается. Обвяжите до конца красной нитью, и потом мы будем продолжать вязание бирюзовой. Я обвязала красной нитью кант. Теперь я буду продолжать вязать вверх пинетки. Нам осталось провязать 8 рядов, вернее мы уже провязали 4 ряда и еще половину 4 ряда нам надо связать, и мы повстречаемся после окончания 8 ряда. Я довязала 8 рядов, и теперь я буду обвязывать вязание, подготавливать для того, чтобы провязать дырочки. Нить я не обрезаю, я ее закрепляю. С предыдущей петли протягиваю ее
немножко натягиваю, чтобы не затянуть вязание, и в рядом стоящую провязываю петлю и начинаю обвязывать пинетку в круговую от начала и до конца. Мы повстречаемся предпоследние 2 петли вот в этом ряду. Я провязала полностью ряд, у меня осталась предпоследняя петля, провязываю ее столбиком без накида, и у меня остается последняя петля. Я разворачиваю вязание на изнаночную сторону, нитку снаружи, с лицевой стороны, ввожу крючок вот в эту петлю, подхватываю петлю, которая у нас есть, и уже с изнаночной стороны провязываю эту петлю, закрепляю ее. В рядом стоящую петлю, в самую первую, провязываю 1 раз и провязываю 2 раза. Столбики без накида. 2 воздушные петли, пропускаю 1 петлю и во вторую вяжу 1 и 2 петли. Столбика без накида, 2 столбика без накида. 2 воздушных петли, пропускаю 1 петлю и провязываю 2 столбика без накида. 2 воздушных петли, пропускаю 1 петлю и провязываю столбик без накида. Мы вышли на верхнюю часть пинетки. Точно так же мы формируем петельки на другой стороне. Ориентируйтесь, чтобы у вас петли симметрично располагались на 2 сторонах. Мы повстречаемся на финише, когда провяжем с 2 сторон и сформируем петельки. Я сформировала петельки на 2 сторонах и практически закончила этот ряд. Вот у меня 3 петельки. 1, 2, 3. Разворачиваю вязание на лицо. Немножечко отгибаем вот этот красный кант. Протягиваю нить соединительной петлей. И в следующей петли начинаю вязать столбики без накида. В дырочки 2 столбика без накида. И в рядом стоящий, без изменений, как мы вязали. Чтобы не потерять количество петель, всего лишь обвязываем. И так по кругу до конца. У меня сформировались 3 петли. В них я буду вставлять люверсы. Это уже предпоследний ряд. В вязании он последний, и потом я буду соединительными петлями проводить полностью весь верх пинетки. Итак, мы дошли до другой стороны. Разворачиваю вязание на себя и опять в эту же петлю, с которой мы вязали, ввожу петлю, которая у нас есть, оставляю вязание с лицевой стороны и начинаю соединительными столбиками обвязывать пинетку. Очень хорошо смотрятся стежочки. Пинетка почти готова. Осталось ставить люверсы, связать звезду, приклеить ее, не забыть на какую сторону, на правую или на левую, связать шнурок, приклеить стелечку. Итак, пинетка почти готова. И я хочу сделать упор для того, чтобы держать язычок. Делаю свободную петлю. Намечаю середину. 1, 2, 3, 4. Вот где-то вот тут. Сейчас мы посмотрим. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Вот эта центральная петля у меня получается. Ввожу нитку и вывожу ее на изнаночную сторону вместе с хвостиком. В рядом стоящую петлю, так сказать, дырочку,
от петли. Вывожу вновь на лицевую сторону. Подтягиваю аккуратно, расправляю здесь, чтобы узелок был ровненький. Затягиваю нить и провязываю 4 воздушных петли. 2, 3, 4. Разворачиваю косичку на лицо. Аккуратно ее укладываю и смотрю, на какой высоте она у меня находится. Вот примерно вот тут. Считаю 2, 4, 6. 2, 4, 6, чтобы была симметрия. Подхватываю с изнаночной стороны, ввожу крючок, подхватываю петлю и вывожу ее на изнанку. В рядом стоящую петлю ввожу крючок с лицевой стороны и подхватываю петлю, которая находится с изнаночной стороны, и вывожу ее на изнанку. Плотно подтягиваю и закрепляю. И потом в каждую воздушную петлю столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Расправляю, вытягиваю нить, ввожу крючок с изнаночной стороны и в петлю рядом стоящую ровно, симметрично вывожу наизнанку. Вот таким образом у меня получается перемычка. Снутри, с изнаночной стороны затягиваю, плотно затягиваю и прячу хвостики. Если у вас нет люверсов, также смотрится очень оригинально. Так как петли обвязанные, они не порвутся. Вязание смотрится также оригинально и без люверсов. Мне осталось связать сначала, пришить или приклеить звездочку. Если у вас есть люверсы, вставить люверсы и вставить стелечку вовнутрь. И пинетки готовы. Будет очень хороший подарок для вашего малыша. Я закончу пинетку до конца, вставлю люверсы и покажу вам готовое изделие уже как готовую пару. Завершающий этап. Я приклеила аппликацию, я сделала люверсы, я приклеила стелечку. И вот такая симпатичная пара пинеток-кедиков у меня получилась. Цвет просто замечательный, бирюза. Я желаю вам легких петелек, очень хорошей пряжи и здоровья. До свидания.